Всем привет! В сегодняшнем видео мы сравним по производительности и скорости работы два очень интересных смартфона на данный момент времени. Это Xiaomi Redmi Note 7 с процессором Snapdragon 660 и Samsung Galaxy A50 с процессором Exynos 9610. Для любителей синтетики вот баллы в Antutu и Geekbench 4. Собственно, по бенчмаркам смартфоны практически близнецы, но как дела обстоят в реальной жизни? В этом видео мы протестируем следующие пункты. Это скорость запуска приложений, производительность в играх, скорость разблокировки по отпечатку пальца и по лицу, а также скорость модема в режиме Wi-Fi и 4G. Для начала удостоверимся, что у нас нет активных приложений в фоне, и затем начинаем спид-тест. Как можем наблюдать, то время запуска на двух смартфонах приблизительно одинаковое. Единственный интересный момент, который я заметил при просмотре, это то, что на Xiaomi приложения от Google открываются очень быстро, по крайней мере процентов на 20 быстрее, чем на Samsung. В то же время у Samsung лучше дела обстоят со сторонними приложениями, например, как AliExpress или ВКонтакте. В общем и целом Samsung чуть быстрее открывает приложение на холодную, но нужно отметить, что у меня модель Redmi Note 7 на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Возможно, один лишний гигабайт оперативной памяти смог бы помочь при холодном запуске приложений. Но вот в чем один дополнительный гигабайт смог бы помочь на все 100%, так это загрузка приложений из оперативной памяти. Как мы можем наблюдать, то Redmi Note 7 выгрузил абсолютно все приложения, им приходится прогружаться каждый раз заново. На Samsung с 4 гигами оперативки такой проблемы не наблюдается. Я тестировал с разным количеством приложений. Грубо говоря, Redmi Note 7 с 3 гигами оперативки может держать максимум 5-7 приложений в фоне. Дальше все просто вылетает. Поэтому обратите на это внимание, если собираетесь покупать данную модель смартфона. Переходим к примеру производительности в играх на примере PUBG или PUBG, кому как больше нравится. На Redmi Note 7 с процессором Snapdragon 660 никаких чудес не случилось, он до сих пор остается на отметке в 30 FPS даже на минимальных настройках. Играть, конечно же, можно, ничего зазорного. А вот что касается Samsung, то здесь все просто зашибись. Galaxy A50 с фирменным процессором Samsung Exynos 9610 творит чудеса. Он из коробки поддерживает экстремальные настройки графики на минималках, то есть 60 FPS. Играть на таком экране с такой плавностью картинки — это сплошное удовольствие. К тому же за Samsung не был замечен тротлинг. В общем, в плане гейминга Samsung разрывает своего соперника. Но вот в чем Samsung очень сильно проигрывает Redmi Note 7, так это скорость разблокировки по отпечатку пальца. У Redmi Note 7 он на сверхъестественном уровне. Достаточно коснуться сканера, и телефон будет разблокирован, тест движного пройден. То же самое касается разблокировки по лицу. Работает очень шустро, распознает даже в темноте, если лицо подсвечено экраном. Причем разблокировка работает как в горизонтальном режиме, так и в режиме вверх ногами. Крутите телефон как хотите, он разблокируется. В полном обзоре Galaxy A50 я сказал, что оптический сканер под экраном — это просто маркетинговый ход. Никакой практической пользы он под собой не несет, это полная фигня. А вот разблокировка по лицу работает неплохо. Очень удобно, что вокруг камеры подсвечивается область, когда телефон пытается нас найти. Здесь разблокировка также работает как в горизонтальном режиме, так и вверх ногами. Вот такие вот у нас результаты. Если кратко резюмировать, то Xiaomi Redmi Note 7 нужно брать минимум с 4 гигабайтами оперативной памяти. Во-первых, приложения не будут вылетать, а во-вторых, в работе игр, камеры, браузере этот гигабайт также будет не лишним. Конечно, когда мы говорим о смартфонах в ценовом сегменте до 15-17 тысяч рублей, то здесь каждая копейка на счету, но в данном случае с Xiaomi Redmi Note 7 лучше реально чуть-чуть переплатить, взять с 4 гигабайтами оперативной памяти и с удовольствием пользоваться устройством. Что касается игр, то несмотря на то, что по баллам синтетических тестов Galaxy A50 и Redmi Note 7 равны, тем не менее Samsung из коробки идет с поддержкой PUBG 60 кадров в секунду. Также Samsung тесно сотрудничает с Epic Games, которые выпустили Fortnite. Я сам не играл, но игра сейчас самая популярная в мире. Это говорит о том, что Samsung реально уделяет большое внимание мобильному геймингу. Если вы любитель поиграть в мобильные игры, то вам обязательно нужно выбрать Samsung. По поводу Wi-Fi и мобильной связи. В реальной жизни как таковой разницу между этими двумя смартфонами я не заметил. Но если судить по тестам, то по скорости загрузки Redmi Note 7 справляется чуточку лучше, как по Wi-Fi, так и по 4G. Что касается GPS, то они и там работают просто отлично. Ну и что касается разблокировки смартфона. Про разницу между подэкранным сканером Samsung и классическими у Redmi Note 7 я промолчу, вы сами все прекрасно видели. А вот что касается разблокировки по лицу, то и у Samsung, и у Redmi Note 7 она быстрая, но у китайца она все равно быстрее. И также бывает такой момент, что когда ты разблокируешь телефон по лицу у Samsung, у тебя бывает такой фриз на секундочку. У Redmi Note 7 я не раз такого замечал, разблокируешь, все мгновенно, телефон работает.
Такой вот у нас получился спид-тест. Если у вас есть какие-то мысли, то напишите их обязательно в комментариях. Может быть, я что-то упустил из видео, может быть, нужно чему-то больше уделить внимание, например, играм. Я обязательно все прочитаю и в следующих подобных роликах обязательно приму это во внимание. В следующем видео у нас по плану это большущий обзор Redmi Note 7 с Google камерой в сравнении с Google Pixel 2. Посмотрим на то, насколько бюджетник 2019 года с правильным ПО может приблизиться по качеству с фотками у флагмана 2017 года. Так что если вы еще не подписаны, но увлекаетесь технологиями, то самое время нажать на красную кнопку снизу. Большое всем спасибо за просмотр этого видео. Как обычно, всем удачи, всем пока.